Что-то на сегодня на меня такая осенняя хандра напала. Решил посмотреть, чем живет родной город Краснодар. И понял, что я просто обязан вам рассказать, поскольку меня смотрят многие из других регионов России, обязан вам рассказать, собственно, о Краснодаре, о Краснодарском крае, в котором я прожил большую часть своей жизни. Ну, давайте начнем с крупного. Есть Краснодарский край, и многие жители других регионов, допустим, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, они думают, что возможно думают, что климат в Краснодарском крае одинаков. Это не так. Коротенько по климатическим зонам. Есть район Сочи от Адлера, то есть от границы с Грузией, с Абхазией, и до примерно населенного пункта Шипси. Это южнее Туапсе, там есть перевал. Вот от Шипси до Сочи, до Адлера, более-менее субтропики. То есть летом и зимой влажно, летом очень влажно, жарко, снег там выпадает иногда, я сам видел снег в Сочи и не раз, но он достаточно быстро тает. Проблема в том, что Сочи это, и как вообще вот эта вся местность, это гористая территория, соответственно, там происходит то, что обычно бывает в горах, то есть оползни, подвижки грунта. Это, кстати, самая сейсмоопасная зона в Краснодарском крае. То есть прогнозируемое землетрясение в Сочи будет 11-12 баллов. Там периодически потряхивает, почва двигается, и там бывают сильные ливни, из-за которых возникают потопы. Периодически то один, то другой населенный пункт в этом месте, в этой полосе смывает частично. Сочи топит, Адлер топит. Ну, наверное, какой-нибудь там Дагомыс. Ну, в общем, там на выбор Лазаревку когда-то топил, я помню, относительно недавно. Лазаревская, да, посередине крупный населенный пункт, посередине между Туапсе и Сочи. Эта полоса, она очень любима жителями других регионов, я имею в виду полоса от Туапсе до Сочи, она любима жителями других регионов, как типа единственный настоящий субтропический курорт. Отчасти это так. Климат там другой. Но, во-первых, эта полоса достаточно узкая, то есть чуть-чуть в горы, и там уже будет холодный горный климат, о чем мы все знаем, Красная Поляна. И, во-вторых, инфраструктура там старая, застройка там стихийная, хаотичная, и понятно, что все пытаются нажиться на приезжих. Две большие проблемы есть у этого региона. Вернее, не две, несколько. Первая проблема, о которой я знаю как эколог. Проблема вывоза мусора. То есть из Сочи буквально некуда вывозить мусор. В Сочи есть мусорная гора, типа сортировки, но это гора внутри города. И мусор оттуда возят на равнинную часть Краснодарского края. И в этом есть проблема. То есть вывоз мусора дорогой, эта проблема не решается. Полигон поближе, да и вообще где-то там не могут найти. И, наверное, эта проблема будет только усугубляться. Вторая проблема — это дороговизна всего, потому что, по сути, вот в этом отрезке от Туапсе до Сочи все привозное. То есть
что бы там ни было, тебе нужно все это везти. Везти с другой территории России, с других частей Краснодарского края. А, соответственно, это только либо одна автодорога, летом забитая отдыхающими, и железная дорога. Ну еще есть и порт. Ну, в смысле, порт, морской порт и аэропорт есть. В этом плюс, безусловно, что туда можно прилететь. Инфраструктура в этом отрезке старая, советская. Конечно, вкладывались большие деньги в Сочи и в Адлер перед Олимпиадой, но все равно эти деньги не те, чтобы поменять всю инфраструктуру, особенности в более дешевых пригородах. И, наверное, самая большая проблема для жителей – это пробки. Потому что все равно, сколько бы там этих развязок не построили перед Сочинской Олимпиадой, все равно количество машин, в особенности в летний период, превышает пропускную способность автомобильных дорог. Летом используются ласточки, поезда в качестве маршрута, ну не маршруток, а метро своего рода, да, то есть, чтобы, допустим, люди живут в Лазаревке, ездят на этих поездах в Сочи на работу. Но самая главная проблема, это, по сути, вся работа в этом регионе, она вся направлена на туристическую отрасль. Ну, либо какая-то там связана с ней, типа строительство, ну, опять же, такого бурного строительства, как раньше, что люди уезжали из всех регионов Кубани на побережье строить, потому что там просто был взрывной рост. Я думаю, сейчас нет. Ну, материалы подорожали, все остальное. Короче, если очень коротко, дорого, очень дорого, прям запредельно дорого. Чем ближе к Адлеру, тем дороже. Плюс плохая транспортная доступность, отвратительная, за исключением аэропорта. Старая инфраструктура и отсутствие работы как таковой. Из плюсов своеобразный климат. Почему я говорю своеобразный? Потому что к нему надо привыкнуть. То есть кому-то те залповые ливни и снег, а потом тепло, постоянная смена погоды, которая есть в Сочи, кому-то это заходит, кто-то к этому привык, как коренные жители. В большую часть времени там, естественно, больше нуля, тепло, но поверьте мне, как местному жителю, я мерз в Сочи так, как не мерз нигде. Почему? Потому что считается, что там зимы не бывает именно в Сочи. Соответственно, отопление, но оно в таком вот, как бы есть, но его как бы нет. Теплоизоляцию ради удешевления никто особо не закладывает при строительстве. Очень похоже на Испанию. Жутчайше похоже на Испанию. Тут все то же самое. И при этом, когда у тебя, допустим, около нуля или там плюс 5 и очень влажно, то вот такое ощущение, как будто там тебя в холодильную камеру поместили, потому что очень много влаги в воздухе. Часто, я думаю, что в Сочи в качестве отопления предлагают топиться сплит-системой или какими-то там напольными нагревателями. Все то же самое, как и в Испании. Сзади меня стоит такой нагреватель, потому что здесь, в районе Аликанте, зимы нет. И, соответственно, если здесь похолодает близко к нулю, сейчас на улице около 18-20 градусов, то, соответственно, подождите, когда потеплеет. Вот такой будет ответ. Одевайтесь теплее дома. Плюс дорого. От Туапсе до Сочи прям очень дорого жить. Я помню, как я приезжал в гости в Сочи, и там идешь на рынок, там идешь, все рассчитано на отдыхающих, да, куда бы ты ни пошел, в пятерочку,
или в какой-нибудь Магнит, или на рынок, цены будут на отдыхающих. Соответственно, жить в Сочи и вообще вот на этом побережье во всех смыслах дорого. Наверное, там жизнь даже дороже, чем в Испании. Я имею в виду на побережье Испании. Или сопоставимо. Так, про это рассказали. Дальше пошли. Ну, по побережью пойдем. Туапсе — это промышленный город прежде всего. Туапсе. Там, соответственно, нефтезавод, нефтебаза, порт. Не знаю, насколько в каком состоянии порт. Ну, нефтеналивной терминал работает, но все остальное не знаю. Раньше там было больше предприятий. Мой дедушка работал на СРЗ, судоремонтном заводе. Я, конечно, как город своего детства, люблю Туапсе и Туапсинский район. Но объективно там работы тоже мало. За несколькими предприятиями, типа железной дороги, нефтянки, ну, в смысле Роснефти, ТНПЗ, порта, ну, я не знаю, каких-то еще крупных предприятий в Туапсе. Там дешевле, чем в Сочи, но климат в Туапсе холоднее, поскольку Туапсе как таковое в такой вот долине находится, между двумя достаточно высокими перевалами. Агойский перевал высокий, который фашисты не смогли преодолеть, и выпало мне из головы Гезель-Дере, по-моему, называется населенный пункт, в сторону Сочи, где второй перевал, тоже достаточно большой. Поэтому вот как бы в Туапсе я уже не могу сказать, что вот чистые субтропики. В Туапсе такая вот переходная зона между более холодным климатом и субтропиками, характерными для Большого Сочи. Ну, формально Большой Сочи начинается с Магри, но я бы его начинал с Шипси. Шипси прекрасный поселочек, такой уже вот субтропического вида. Хотя Туапсе тоже пальмы, тоже тепло. Снег там выпадает в Туапсе чаще. Его также не убирают, как правило, как и не убирают его в Сочи. Но все-таки стараются. В Туапсе не ездят на зимней резине, не умеют ездить по снегу в основном. Я видел, как люди пытались ездить по снегу в Туапсе. И нет у них такой привычки. Ну и из-за того, что там есть нефтеперерабатывающий завод в самом городе, и, соответственно, склад Еврохима в порту, в самом городе воздух, ну, на любителя, скажем так. Вы сами можете понять, какой он. Хотя, опять же, в Туапсе есть разные районы. Есть район Звездный, так называемый, который на горе находится. С него прекрасный вид открывается. Есть еще много красивых районов с красивым видом на море. Естественно, я прям рассказываю о Туапсе, у меня прям что-то тут такое теплое, ну, город детства и, ну, скажем так, плюсом Туапсе является большая транспортная доступность. Он ближе к Краснодару. Там нету аэропорта, но есть ближе по железной дороге. И, в принципе, туда за 2 часа всегда можно от Краснодара вне сезон доехать. Можно и быстрее, смотря как гнать. Цены там дешевле, но не намного дешевле, чем в Сочи. Все-таки это тоже побережье, тоже теплое побережье. Многие люди думают, что можно покупать недвижимость, и в пригороде Туапсе есть тоже горячо мною любимый поселок Агой. Прекрасное место, курортное, вот оно по-настоящему курортное, там нету никакой промышленности. Был, по-моему, деревоперерабатывающий завод, но, по-моему, он дал дубу.
в буквальном смысле. Вот. В Агое большая долина, чистое море, глубокое, каменистый пляж, но за счет этого он чистый. Сам видел, как в 90-е годы там прям на берег выезжал большой десантный корабль. Войска, по-моему, в Югославию грузились. Там есть тоже военный аэродром. Ну, или МЧС используется кем-то из них. МЧС, по-моему, да. Не знаю насчет военного. Вот. Когда-то туда еще в 60-е годы летали самолетики, кукурузники. Вот. То есть Агой, мне кажется, прекрасным местом для жизни. Никакой работы там нету, кроме обслуживания туристов. Люди ездят оттуда в Туапсе. И, казалось бы, по прямой там до Туапсе близко, но, к сожалению, через Агойский перевал надо ехать. И это, соответственно, на перевале бывают оползни, на перевале бывает обламываются дороги. Как мы помним, там было несколько таких вот, на несколько лет серьезных проблем с объездом этих оползней. Ну и пробки, конечно, перевал достаточно высокий. Еще раз повторю, немцам его не удалось преодолеть. Они очень хотели добраться до Грознефти, то есть до районов Туапсе, где перерабатывали нефть, но не смогли. Поэтому готовьте. И да, этот перевал, Агойский перевал, засыпается снегом. Поэтому все прекрасно, если у вас есть источник дохода. Ну, наверное, я бы вам рекомендовал жить в Агое, потому что там нет особой инфраструктуры развлечений. Такой обычный, маленький, очень маленький курортный поселочек, тихий. Ну, если вам просто нужно относительно теплое место пожить на пенсии, и не нужна там супер хорошая медицина, потому что это же все-таки поселок, то, наверное, да. Ну, насколько я знаю, многие руководители Туапсе выбрали для жизни именно Агой, бывший как минимум. Дальше идем. Туапсинский район, то есть на юг, я сказал, там Гизель-Дере и потом Шепси, тоже очень хороший поселок, еще более теплый, еще более курортный, чем Агой. Но пойдемте ближе к Краснодару, значит, Небук, что там еще, Ольгинка, Новомихайловка, ну вот это все, и Джубга. Вот эта вся полоса поселочков, или поселков городского типа, потому что Джубга достаточно большая. Лермонтова забыл еще. И Тюменский. Вот, позор мне. Ну, все-таки, извините, я уже переключаюсь на испанские названия. Да. Это все такие поселки, которые находятся в долинах рек. Огромным недостатком Туапсинского района, который перечеркивает все, и относительную дешевизну, относительно Сочи, недвижимости, является то, что Туапсинский район каждый год практически топит. Ну, такова структура рельефа. Я надеюсь, сегодня выложу видео по поводу того, почему Испанию всегда будут топить. Такие явления, как Дана, вот недавний потоп. К сожалению, должен сказать, скорее всего, Туапсинский район тоже будет всегда топить. Потому что, ну, погода стала экстремальной, и все поселки в Туапсинском районе, и сам Туапсе, они все находятся в долинах рек. Ну, соответственно, река Туапсинка, и там не одна Туапсинка, река Паук есть еще, и еще какие-то наверняка есть, я просто на память их не помню. Есть, соответственно, река Агой, и все вот эти поселки, они все находятся в долинах рек. Недалеко от русла. Я лично наблюдал в детстве, ну, мне, наверное, было тогда 12-13 лет, как смерч, подчеркиваю, смерч, то есть насосался воды, вышел в горы, там выпал в виде залпового дождя, и все это спустилось по реке Туапсинки. И затопило весь центр Туапсе. Я ходил, дурачок, по грязной этой воде, ну, маленький мальчик был еще, ну, подросток, ходил по пояс в воде. Ну, то есть, наверное, там около 70 сантиметров было.
затопление. Помню, плавали арбузы, кукуруза плавала, затопила весь центр, там рынок,